Очаровательный сувенир к Рождеству или Новому году. Рецепт массы для лепки. Коробочки для упаковки. В 100 граммах строительного клея ПВА растворяем 16 грамм туалетной бумаги. Это 43 листочка, которые необходимо разделить на слои. Добавляем 40 грамм муки и 20 грамм крахмала. Гель для душа. И масло, можно растительное. Ссылка на оригинальный и подробный рецепт в описании под видео. В интернете можно найти простые силуэты ангела. Заготовку вырезаем из тонкого гофрокартона. Масса прекрасно режется ножницами. Картонные заготовки буквально запечатываю в массу. Вода здесь служит клеем. Рецепт этой массы я нашла на канале Семейный Handmade. Самое важное, на мой взгляд, растворить полностью бумагу в клее, а лишь затем добавлять другие ингредиенты. Лепить можно сразу, после приготовления. Массу можно хранить в холодильнике в герметичной упаковке недели 2. А если масса после хранения потеряет эластичность, добавьте немного клея и замесите вновь. Сохнет масса довольно долго по сравнению с покупной. Выкраиваю рукава. Дырочки для подвеса. Через несколько дней масса, которую я хранила в холодильнике, затвердела. Добавляю немного клея ПВА и для эксперимента немного гипсовой финишной шпаклевки. Точно так же запечатываю картон в массу. Также приклеиваем водой. Эта масса более плотная. У меня получилось работать с ней где-то полчаса. Очень быстро твердеет. Зато изделие получилось очень прочным, и результатом эксперимента я довольна. На YouTube вы найдете множество рецептов с добавлением гипсовой финишной шпаклевки,
Авторы даже рекомендуют подержать массу некоторое время, дать ей созреть. Говорят, что ее можно долго хранить. Мой совет: найдите рецепт блогера из вашего региона, где автор показывает марки исходных материалов. Мои заготовки полностью высохли. Окрашиваю разведенной водой акриловой краской. Сразу убираю краску влажной салфеткой скользящими движениями. Окрашиваю методом сухая кисть, цвет охра. Роспись акриловыми красками. На канале есть плейлист «Роспись по дереву. Рассказываю о себе». Если эта тема интересна, ссылку оставлю в описании и прикрепленном комментарии.
С помощью тонкой проволоки легко продернуть шнур, сложенный вдвое. Заготовки покрыла лаком для наружных работ. Коробочку для упаковки делаю из плотной бумаги. Крышка на 3 мм больше коробочки. Для ангела и сердечка коробочка из обрезков листовой пробки. Керамических ангелов в коробочках я увидела на Pinterest, и мне захотелось сделать их доступными для всех. По-моему, это очень милый и универсальный подарок. Как сделать такую коробочку и ангела, смотрите в первой части. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.